Так, доброго всем дня, во всяком случае, ну или вечера, кому как угодно. Вот, собственно, продолжаем мафиозную историю. Вот, Виталика Скалкина нынче, ну, на тюрячку присел чуть-чуть. Так, два стрима было уже по второй мафии. Вот, это здорово, на самом деле. Так, найти Галанта, Лео Галанте. Насколько я помню, этот товарищ... Так, где-то он сидел. Так, вот он, точно. Я тебя знаю. Так, надеюсь, игру слышно. Ты тот итальяшка, который был Так, с я Марком у себя ее чуть-чуть прибавлю, потому что мне ее не слышно ни хрена. Потому что у тебя мозгов нет. Насколько я помню, это вроде как ирландец. И мы с ним вроде виделись. А, точно! В самом начале, когда Вита загремел в армейку, собственно, они же с Джо грабили магазин, и туда еще вот эти вот самые ирландцы приперлись. А это любопытно. Непонятно зачем. Говорить. Ну, в смысле, понятно зачем. Так. Лёх, держите, чтобы уклониться, окей. Это мы умеем. Тихо, тихо! Аглоед, блядь. Так, нас же учили вроде. Боевки местные. А я не знаю, его победить можно вообще? Вот, потому что в предыдущий раз я когда проходил... Не, по-моему, нельзя. Там через какое-то время... Ну, тут можно либо проебать, вот, либо через какое-то время охрана вмешается. Так, да я понял его систему, он по 2 раза тыкается. А, нет! Ух ты, скотина. Блять. Проебался на свете. Ладно, сейчас пока YouTube чекну еще. Посиди, подумай, заебись. Ладно. Запинали. Насколько я помню, вроде как нас заставят драить парочку сортиров, да? Я заявил о себе. И знаете, здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый. И, по-моему, с этим ничего нельзя поделать, собственно. К слову, этот стрим, ну, данный по мафии, второй, к слову, это третий по счету, да, и он должен был быть вчера вообще где-то в 6 вечера планировали, ну и в расписании вообще это было написано. Вот. Но не вышло, некие обстоятельства, собственно, не позволили вчера провести стрим. Ты хотел со мной поговорить. Да, один из ребят Климента сказал найти вас. Сказал, мне поможет. Так что было решено провести его сегодня вот, в 4 часа по Москве. Господи. Спасибо большое, но не надо звонить мне в эфир. Это видел. Он будет нам помогать. У Пепе намечается важный бой. Так всегда. Нужен спарринг-партнер. Всегда. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Так, Ты поможешь нам, парень. Лео предлагает нам, по всей видимости, вступить в какой-то местный бойцовский клуб. Да, привет вновь пришедшему. Я вижу, там ВКонтакте в плеере летят сердечки. Это здорово. Да, прожимаем лайки, господа. Вот, и на Ютубе, и ВКонтакте. Сегодня будем работать над контрударом. Вито, попробуй ударить Пепе. Сверни ему могучую челюсть. Пепе, уходи от удара, как я показывал, а потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Опять нас учат какой-то местной боевки, да? Ой, уклониться, держите пробел.
А, вот, все, понял. Блин, надо было, наверное, все-таки гейпад подключить. Вот. Я так думаю. Ну, потому что, ну, первые два стрима-то, да, я играл, собственно, на клаве. Вот, а тут что-то тоже. Так, чтобы гломиться. А, ну опять то же самое, да? Хорошо. Давай еще 2 раза. Еще 2 раза. А если я проебу момент, Так, еще раз Вито. то все заново придется. Отлично. Быстро учишься, сынок. Ладно, ребята, на сегодня хватит. Молодцы. Что там по звуку? Скорее всего, Так насколько ты близок? вибрировало. Скорее всего, вибрировало Если честно, из-за никогда звонка. всегда Скорее работал всего, на этой сеть. машине, Трещало, да, наверное, все-таки, ну, потому что звонили. Как ты с ними связан? Вот. Ну, мы пару раз на Какие-то них непонятные работали, люди. и- Вот я телефон подальше от микрофона выкинул. Что? Вот же Вот, сука, надеюсь, Альберт. сейчас проблем не Был будет никаких с этим делом. остался. Так это как бы больше, чем обычно? Ага. На 5000 больше. Семью берут не за деньги, Вито, а за то, что ты надежен, хороший добытчик и вообще. Тут нам поясняет то, В что любом случае, новости интересные. Лука пидорас Какая-то выплата. требовал деньги за Альберта вступление ему в семью, придется. Давайте но объясним. Галанта нам поясняет то, что Не все-таки забивай голову. Об этом за это поговорим. деньги не требуют. То есть это как бы так происходит. Познакомиться с другими, уходите из спортзала. А, надо сначала это. А чё? Надо было познакомиться со всеми, ну Если ладно. б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Галанте. Вот вы белый дьявол. И вам тоже здрасте. О, лайки посыпались, господа, Ты спасибо. поставил на своего Ивана. Прожимаем. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу Вам это один клик, а для канала будет Ты готов, полезно. Вито? Китаец, да? Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву, будет тебе реванш. И чтобы в этот раз Так, без что у этих нас? ваших штучек. Не пойму, контакт упал или не упал. На YouTube вроде все хорошо. Вначале не старайся его свалить. Не попадет. Ладно. Что мне тогда делать? И быстро. Вот. Смотаю. Надеюсь. Только не смогут поворачиваться. Тогда добивай. Не Покажи упал. им, что ты умеешь. Все хорошо, вроде бы. Так, ну чё, махаемся с китаёзой, я так понимаю. По крайней мере, попробуем это сделать. А, ну, окей, вон. Нас же научили контратаковать уже. Это вам не отсоси. Бля, вот это дубляж китайский, это вообще пиздец просто. Китайцы. Плохо научился. Не, ну ты нахер. По-моему, в третьей мафии, ну, блядь, если это можно так назвать, Мафия 3, да? По-моему, там как он? Только английская озвучка, насколько я знаю. И это на самом деле здорово, это очень здорово. Вот, потому что, ну, блядь, наши локализаторы не отличаются, так сказать, умом и сообразительностью. Пошли, Скалета, опоздаешь на работу. Вот. И что весьма печалит качеством еще локализации, вот это да. Это вот печалька. Но ничего, ладно. Пускай уже будет так. Эй, слушай, Вот, по-моему, да, вот как раз сейчас Зубу не раскатывай, Скалета. Ладно, пошли, Вито. заставят нас чистить сортир. А, нет, или Опять будем тренироваться? не сейчас Что-то еще. вроде. Увидишь. Не, значит не сейчас. Или это было... Не, вроде как не было еще этого момента, наверное.
Я не Доброе помню. утро. Доброе утро, мистер Галанте. Не тренируемся? Нет, нет. Нам бросили вызов черномазые. Но я не хочу рисковать Пепе перед большим матчем с О'Нилом. Так что я хочу поручить это тебе. Мгм. Практика не повредит. Разобраться с негрилами, я так понимаю. Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бык, но туповат. Сердцем дерется, не головой. Выведи его из себя, и тогда вали его. Ладно, поехали. Не подведи меня. Все ясно. Как? Сука, не умеют. Не умеют. Наши скотины, локализаторы. Так сказать. Не умеют делать акценты. Так вот скажем. Что китайский, что вот негритянский, вот этот вот говор, да? Покажи козлам, где их место. Ну же, моя бабушка и та сильнее лупила. Да этот парень победит не раньше, чем Оп. Ужас. Ужас, ужас полный. Не бойся, Вито, ты его как раз и делал. Кто учил? Так, а мы с ним разве встречались? Лео там кричит, типа, ты его как-то раз сделал. А когда это было, я что-то не помню. Это уже получше. Я что-то не помню вообще, когда такое было. Хватай его и добей. Сейчас. А, вот так вот. Вырви его нахуй. Мы размажем вашу бездну. Изучили новый прием. Твоя доля, Вито. Ты Это заработал. здорово. Шухер, синий идет. Какой синий? А, охрану, я понял. Мать ваша, это что, групповуха? Ладно, выходи с колена. Тебе пришли. О, а кто это? Интересно. Интересно знать. Я уже прям таки не помню вообще, что тут должно происходить. Вот, потому что Привет, Вита. Привет, Франни. проходил-то я ее когда вообще последний раз-то? Хорошо. Год, наверное, 3 назад. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Ну, вообще вот так-то, Я выхожу замуж, Вита. по-хорошему. Здорово. То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твои руки попросил. Так, сейчас... Да, наверное, все-таки год 3 назад я её проходил последний раз. Точнее, перепроходил. Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай не будем. Вито, я на самом деле из-за мамы. О чем ты? Сестра выходит замуж, ну там дальше еще будут все-таки с ней некоторые эпизоды, насколько я помню, и в том числе с ее мужем-педерастом. Остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми, подарок на свадьбу. Вито, Нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Похоже, мне пора. Так, ну и сразу обязательно. Спасибо. оговорюсь, наверное, то, что третьей мафии не будет на канале вообще, потому что третья мафия вообще не мафия ни разу, об этом ни раз. Вот мы говорили, когда еще первую мафию проходили, вот уже обозначили все это дело. Первая мафия, да, вторая мафия, да. На манеру гангстерских вот таких вот, вот такую вот тему, на манеру гангстерской темы. Дальше пойдет первый крестный отец, и после крестного отца пойдет Л.А. Нуар. Вот. Такие дела, господа. Вот, а, к слову, пум-пум-пум-пум. Л.А. Нуар тут промелькнула новость, то что в октябре, по-моему, будет ремастер, но ремастер на консоли PS4 и Xbox One и еще на какую-то, по-моему, платформу. Вот, скорее всего, наверное... Да, господи, опять! А ну заткнули все пасти.
Господи. Вот сидел. Сидел, блядь, спокойно до стрима, никто звонил. Как только запустился, все. Пошли, блядь, звонки. А вот, и поживее, чтоб сверкали. С Алексом Позитивом, друзья, да. Че он от меня хочет? Оглох, драй давай. Пошел ты в жопу, не хочу. Так, можно взять какую-нибудь дубину? Так, что-нибудь-то можно взять? Тебе в карцере понравилось, что ли? Да, Так домой давай. лучше в карцер. По-моему, ничего нельзя, да, сделать с этим дерьмом вообще абсолютно. Оглох, драй давай. Ну да, Живо. по всей видимости, вообще никак. Блять, да что такое? Девайса, все, отключается. Тебе в карцере понравилось, что ли? Нет? Так домой давай. Надо. Не могу мониторить стрим. Вот. Все, надеюсь. Так, ладно. Что ж Оглох, драй поделать-то? давай. Живо. Раз за скриптом, давайте хоть какой-нибудь почище выберем, чтобы, блядь. Так-то лучше. Блядь, сука, самый грязный, блядь, выбрал. Виталий Скалкин, что ж ты делаешь, родной? Тесс Morrowind, самый атмосферный Тесс. Elder Scrolls, я не знаю, может быть будет, но это в любом случае это будет после Сталкера. Все, я помыл. Вот, в этом месяце Сталкера Понравилось, что ли? Нет? Так домой давай. вот запланирован. Так-то лучше, чтоб сверкало. Вот, по-моему, не на следующий, Драй давай. Хуже будет. через неделю, по-моему. Но в любом случае, господа, в расписании все есть, я могу все не помнить. Эй, а этот чего грязный? Ой, еще раз. Вот. Сука, не буду. Взял, Оглох, драй обоссал, давай. блядь. Живо. По всей видимости придется. По всей видимости придется. Тебе в карцере понравилось, что ли? Сука. Нет? Так домой. Можно вот Так-то это? лучше, чтоб сверкало. Ох, боги. Ладно, хватит. Теперь марш в душевую к остальному стаду. Шагом марш. Шагом марш. Окей. Ладно, Скалет. Раздевайся и мой свое величество. Точно. И, блядь, как-то резко разделся. Немножко гомосятина, на самом деле. Насколько я помню, сейчас какой-то жирный педрила будет домогаться до нашего Виталика. Вот, но Чего застряли, а? мы его, Эти булками. в принципе, должны успокоить быстренько. Ну, ты понял. Сходи покурить, что ли. Ладно. Развлекайтесь, извращенцы. Сука. Жирная скотина, блядь. Какие шарапы. Прям как одна барышня. Где ты их получил? Та самая. Прости, Слав, Если вы понимаете, о ком я. ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему или по-плохому. Выбирай. Есть идея получше. А их несколько? Вы что, охерели, что ли? И вообще,
Блять, ебучие локализаторы даже нормально не могут локализировать, так скажем. Сука, до игры, блять, до ебаной игры добралась цензура. Я не знаю, может быть, в некоторых локализациях она и была. А парень-то боец, а? Вот. Но вот этого момента в мафии я точно вот не помню. Быстрее, времени мало. Надо вот так вот еще, да, сделать. Ну, однообразная боевка, да. Вот. Не хватает вот этого вот дерьма. Типа взаимодействия с объектами не хватает. Вот, допустим, стоит он у стены там или у столба, воткнуть его головой туда, там, да, например. Вот это вот, конечно, очень не хватает. Там, или в машину, там, в стекло зарядить. Так. Вот это вот, конечно, да, не хватает. Ну, блядь, и правильно, блядь, давай, мусор поганый, долби. Главное, чтоб никуда. Почитай. Вроде Ух важно. ты, Гитлер. Толстоватый, правда. Sleeping Dogs. Не знаю насчет Sleeping Dogs. Вполне вероятно, Мама умерла, пока Франческа не навещала. потому что я думал, До врача и свадьбы. э, Все мои сбережения ушли на похороны. как он, то True Crime постримить. Старые игры есть True Crime Лос-Анджелес и True Crime Нью-Йорк. Вот, собственно, там тоже типа а-ля песочница с детективной составляющей, но, собственно, там за полицейского играешь. Вот. Ну, я не знаю, когда. Может быть, сегодня что у нас, сентябрь? Ирландцы решили играть Может быть, на грязно. октябрь. В любом случае, господа, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, прожимайте лайки. Что делать будем? И в группе ВКонтакте есть специальная тема у нас Нил сейчас один в по поводу игр. Потому что сейчас в стриме я могу все это дело забыть, лучше напишите туда. Вот, там я уже хотя бы, мне это все будет нагляднее, и я уже могу как бы Епуха, парень. составлять расписание на Я месяц. тут подожду. Если охрана вернется, я дам Вот. Ну, знать. собственно, Ладно. все ссылочки Тогда под вперед. плеером находятся. И всегда там были. Именно там их можно и найти. Эй, О'Нил, Вон, у меня тут к тебе одно дельце. Вот ты-то Зава- мне и нужен. точно, точно! Сейчас же это, как его, завалить его надо. Ну, в смысле это, завалить-то его, наверное, просто получится так. Черный кот. У меня кисы взбесились. Тут тебя охрана не... Это все? Топовая игра по боевке, как и Бэтмен Архам. Кстати, Бэтмена Архам, по-моему, тоже давно просили. Вот, но я до этого еще не дошел. Сталкер просили. Сколько Сталкер просили? Блин, я даже, наверное, так и не скажу. Сталкер просили месяца, наверное, 2 или 3. Я до него вот только в этом месяце один стрим все-таки смог впендерить. Тебя платят. Так что, когда дойдем до В этот раз я не буду нервничать. Watch Dogs, ой, не Watch Dogs, а этого Sleeping Dogs. Кстати, насчет Watch Dogs я тоже думал, ну хрен его знает. Ну, второго вот вообще не хочу. Эй, тихо, тихо.
А есть реген хп? Дайте, пожалуйста, аптечку. Очень хочется аптечки. Все, я победил. А, вот, точно, ненароком. Во всяком случае, мафия Заткни пасть. выглядела куда лучше и боевка куда разнообразнее на... Блять, да... Как это... Лео устроил так, что Чёрт. меня перевели к нему каждый Опять раз. Скорее уж, много. звонки. Опять Каждую звонки. минуту жизнь налаживалась. Да, Вито. Что ты будешь А, делать, когда выйдешь? добрый вечер, Махмуд. Что свой коты сгрыз? Нет, Точно не буду работать мафия с у ними. нас вторая, по-моему, без вебки была. Вот, игралась. Альберто большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не съел. Вот. Ну, собственно, как и подобные тяжелые игры, вот, играются без вебки. Метро 33 будет, наверное, в октябре. Кому? Я думал, Клименте, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, Вот, как всё это, устроено. я думаю, абсолютно В точно. Empire Bay не одна семья. Их 3. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. Если возникают разногласия, Вот, то боссы всех семей встречаются. Ну, за метро, скорее всего, на комиссии. возьмусь... Нет проблем. Нет, ничего подобного. Ты молод, умён. Ты доказал, чуть что можешь. поплотнее, потому что действительно классная. Да, но я даже не знаю, кто есть кроме него. Кроме Клименте, есть еще Вот, два и, босса. собственно, редуксы будем проходить как, ну, 33-й редукс и Брэд 34-й Линч. редукс, соответственно. Карло молод и честолюбив. Да псих он двинутый. Он из молодых. Уже предлагаю звонки за 5 секунд помехи. Ну да, да. Уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Игру плохо слышно, вроде нормально. Я не менял настройки Да, как кстати, Вито, я звука. выйду через пару месяцев. И тогда Вот, собственно, два стрима предыдущие были. твой договор. Пепе, иди, попробуй. Вот, мы с вами настроились, чтобы и вам, и мне было слышно. Достаточно, вроде все хорошо. Вроде все хорошо должно быть. Памяти Франческо Потенца. Глава 7. Вот он, наконец-таки, Галанта не соврал. откинулся с тюрячки. Устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на 4 года. Джон навещал меня. и пытался Мир немного изменился, там уже какие, типа а-ля 60-е почти уже, да, пошли. в новом мире. Сталкера все части проходить будешь или только одно? Ну, на самом деле, как попрет. Как попрет. Так, где у нас? Уже прямо около дома. А как бежать? Вита бежать. Вита сидеть. Или нет? Нет. Вита прыгать не умеет. Так, Вита бежать. Нормально, на улице жара, он в кафтане ходит. Все у него хорошо. Так, сталкер как попрет. Не знаю, я посмотрю, собственно, вообще, как она зайдет. Как, ну, сталкер вообще зайдет на стримы. Вот. Посмотрим, насколько актуален он будет. Вот. И посмотрю еще, как он зайдет конкретно мне. Вот. Смогу ли я в него... Вот. Может произойти такое, то что я в него тупо не смогу и даже могу, наверное, и первый не пройти. Из тюрьмы сбежал. Вот. Черт, как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, Так только что изменилось с тех тут пор, как я сел. это дело такое. Да, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку. Как ты Блин, конечно, смотрю, задержка сегодня дикая. Не знаю, с чем это связано. Я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не
откроешься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? Такая приличная. Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя... Только откинулся, сразу за свое. Сразу. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не прыгаю. Сразу. Криминал. Мама, Всё криминал. покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Сейчас бы еще шансончик, Возьмем да? мою тачку и поедем В в мафию-то. квартиру. И за рулем. Вспоминай. В Туке 17. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дергаешься? Ты же как на велике. Ну, знаешь, если Так, велик, ой, то что-то толкать, я не туда вообще пришел. Ладно, ладно, я понял. Все отлично. Так, сколько времени? 16:52. Во сколько я начал стрим? Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Видишь, Что-то я не моя помню. квартирка дальше по улице, прямо возле променада. По-моему, как всегда, опоздал, наверное, минут на 15, да, с началом стрима. Мне что-то Сталкер не нравится. Хотел бы посмотреть Morrowind, самая топовая игра в плане атмосферы. Ну, по поводу Elder Scrolls, да, я что-то говорил. Вот. Но... Так, ух ты. На чем поедем-то? О, давайте вот эту здоровый агрегат. Так, а как взять-то? А, вон, на Интер. Так. Насчет Elder Scrolls. Пока тебя не было. Но Я не знаю, может быть, Morrowind и будет, если самая атмосферная. Но вообще я планировал, наверное... Хотя Skyrim, сука, он заезженный. ну, после того, как Так, а на чё? F5, по-моему, да? Или не, я сошелся с семьей Фаргон. или не F5? Как ограничитель я забыл? А, на L. На L ограничитель, точно. Бля, в следующем стриме на геймпаде буду играть. Бойся, я об этом Кстати, еще Mortal Kombat X тоже обещал, но он будет, я так думаю. Он у меня уже давно в Стиме и давно скачанный со Стима. Вот. Там какой-то XL. Ну там я купил с кучей каких-то дополнений. Вот, но я так понимаю, там какие-то бойцы и что-то еще. Ну, наверное, октябрь, потому что сейчас пока посмотрим, как Сталкер зайдет, как зайдет Макс Пейн 3, как зайдет Call of Duty World at War. Что-то у нас еще, по-моему. А, и в месяц закрываем мы, кстати говоря, цивилизации 5. Вот. Так сказать, марафончик наш с Иваном продолжим. Большое спасибо. Да, и насчет сегодня. Пойдем в серьезное место. Так что купи костюм. Туда не пустят в виде ясен. Так, надо костюм себе. Классное место. Прикинь. Так. В Сталкере есть возможность быстрого сохранения. Количество и сложность врагов к концу игры увеличивается. Так что смотреть на твое страдание будет интересно. Попробуем. Как О, риэлтор. Нафиг. Все. Отстань. Риэлтор. Бутылочка пива в натуре откинулся, только надо это самое. Порой приятно вечером сесть Morrowind или Oblivion с Skyrim с чашечкой чая. Ну вот насчет Oblivion я думал. Вот. На самом деле. А как ты, сука, как ты здесь оказался-то? Я ж тебя закрыл там. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Все. Есть вопросы, задавайте. Все, вали. Когда вы уходите? А теперь, с вашего разрешения, я поеду в следующий. Здорово, Макс, да. Dishonored, может быть. Тоже думал 2 части. Потому как... Так, что это такое? А, можно это, проспаться, да? Или нельзя пока? Не, пока нельзя. А у меня же есть костюм-то, по-моему, нет?
Переоденьтесь в костюм. А. Так, всегда закрывай за собой дверь. Чё ты ссышь тут? Так. Думал я, да, вот первый, второй Dishonored, это потому что сейчас выходит третий. Ну, как третий? Там вроде как, скорее всего, дополнение к одной из частей просто. Вот, не более. Блять, почему? Так, радио выкол. А нафиг. А то... YouTube опять заругает. А из машины я умею стрелять? По-моему, нет. А, ну тут за углом. В принципе, все близко. В принципе, все близко. Это здорово. Так, ну сейчас что-нибудь такое культовое. Ты чё, скотина? Деда, блядь. Вообще осатанел. Приходишь, значит, в магазин. А тут тебе какой-то педрила просто. Все, до свидания. Я хочу купить костюм. Что за хуйня? Что за хуйня? Что, блядь, происходит? Я, сука, просто в шоке. От этого дерьма, блядь. На ютубе... Ну, давай, да, Максим. Как карты в руки. Я ютуб не вижу. Вот, поэтому... Галанта не соврал. Он устроил так, что я вышел. Блядь. Сука, заново. Ну, пиздец. Вот это вот, блядь, сука, мое везение, я не знаю. Как это назвать можно. Еще. Вот. Просто лютый коэффициент удачи, блядь. Пришел, блядь, в магазин. Так, пропустить. Это мы все видели уже. Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартиру. И за рулем. Вспоминай, привыкай. Надеюсь, Пришел в зарешетку магазин, сегодня не какой-то, учился. блядь, дед наехал. Потом, сука, какой-то прохожий стрелять еще начал. Целую гору за ремонт. Что вообще происходит в этой игре? Чего надо, чувак? Что, блядь, с ней не так? Прийти в магазин за костюм и получить от местной мафии. Да. Именно так. Паша, блядь, может, да. Я умею, я могу. Долго справлялся, пока тебя не Ой, надо это ограничитель включить, а то Генри давно видел? мусора. пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговор. Можно, конечно, включить какое-нибудь реалистичное управление, да? Я сошелся с семьей Фальконе. Вот. Правда? Типа как реалистичное поведение машин. Вот, потому что, ну, здесь сейчас оно очень легкое в сравнении с первой мафией. Несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. В первой мафии там хотя бы они ощущались. Вот, то, что там, да, действительно такие старые, большие, тяжелые машины. Вот, а тут в угоду как бы сказать, в угоду простоте, вот так вот выражусь, сделали как бы переключатель такой. Хочешь как в первой мафии? Ради бога, включай, ебашь как в первой мафии. Приехали. Тормози. Пойди погляди. Хочешь оказуальную версию? Пожалуйста, отключай. Кстати, вот твой гараж там, в переулке. Вот. Но, в принципе, может быть, это и правильное решение. Хрен его знает. Ну вот,
Еще... Еще ждать, пока он там подразглагольствует. Это ванны, да, спасибо. Виталий Скалкин любит мыть туалеты. С этим вообще ничего нельзя, да, сделать? О, зато есть отражение. А позвонить можно кому? Нет. А, вот, слушайте, а кому я могу позвонить? Только один. Когда вы уходите? Вы не знаете ни одного номера. Отлично. Пока. Вспомнил, как ты в первой мафии ограничитель при погоне забыл выключить. Ну да, бывает такое. Привет, да. Привет пришедшим вновь. Пока Махмуд. Привет пришедшим пока Махмуду. Да. Так, а как это вниз-то? Как же номер тюрьмы? А вот хрен его знает. Он вообще ни одного номера, блядь, как оказывается, не знает. А с другой стороны, зачем здесь телефон? Вообще он, по-моему, только нужен для сюжетной какой-то херни. Там пару раз в его каморку будут звонить. Вот, и все. И, по-моему, не более. Я могу зонтик взять? Чё вы тут столпились? Около моей машины. Так, радио выкол. Так, главное опять не нарваться на пиздюля, потому что я могу, блядь. Можно выбить дверь просто с ноги. Ну-ка. Ладно. Я пришел купить одежду. Мне нужна твоя одежда. Нет, конкретно твоя нет. Рубашка и брюки, кожаная куртка с рубашкой, повседневный костюм с плащом. Повседневный костюм со шляпой. Костюм со шляпой. Вот это вот, да. Вот где истинная мафиозная херня, да? Так, а как посмотреть можно? О! Антори, вот он. Мафиози. Дон Виталя Скалкин. Ой, телепортировался. Занятно. Ограничитель, сука, всегда. О, как ювелирненько почти вошел между двух машин. Ну, почти. Чё? Максим, можешь, пожалуйста, сказать, посмотреть на ютубе, вот, сколько стрим идет? У меня сейчас нет возможности смотреть YouTube. Так, а какое задание-то вообще? Отправляйтесь к Джо опять. Ай, чё, блять? ДТП, водитель хочет скрыться. Эй! Какого хера? Чё случилось-то? Это в меня вкорячились-то. Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Ну, заплачу я тебе штраф, окей. 50 баксов, блядь. Ладно, деньги потрачены сколько. Сделай себе одолжение, исчезни. Стал на человека похож теперь, да. 50, блядь, баксов за то, что в меня какой-то водятел въехал. А тут работает такая херня, если я буду преследовать?
барышня. Не, вряд ли. То есть я помню, я что-то за кем-то ходил, по-моему, в 5-й GTA. Вот, что-то за кем-то ходил. Вот, и там потом человек просто начал ускорять шаг, там что-то оборачиваться, потом через какое-то время вообще бежать начал. Вот, ну это было здорово. Но я еще, по-моему, на 3-й плойке был. Как раз я покупал себе GTA на PS3. Так что с Вот, планами на вечер? в момент выхода, то есть в 13-м году. Вот. Осенью. С ним, пока ты прохлаждался. Вот, это, ну, в принципе, Веди себя прилично, он вроде как важный человек. просто куча восторга было на то Сейчас время. увидишь. Вот сейчас не знаю, я вот все хочу в GTA Online поиграть, вот что-то все никак руки не доходят до него. Да, Вот. это мой друг Вита. Вита. Не знаю, может быть, вообще как-нибудь и застримим. Взаимно, Вита. То есть так Ребятки, вот. я умираю. Ну, самых низов, наверное, неинтересно будет. Там фишка-то, наверное, вся в ограблениях там и в прочем дерьме, да? Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Вот. Нет. Так что я, наверное, вне эфира там прокачаюсь до какого-нибудь уровня. Да уж надеюсь. Если Вот, а только там он уже как можно будет всякие интересные вещи творить. в тюряге. Так вот, уже, наверное, Чем вы тут болтаете? по стриму Не бойся, нормально. все увидим. Да ладно, можно ему уже и сейчас. Так, 47 минут. Ну, я, в принципе, так и думал, да, потому что я, как обычно, минут на 15-20, наверное, задержался. Это как всегда. Так, тачка. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Иди к Ойстербей. Еще бы знать, где этот, блять. Блять. Что-то не задалась езда сегодня. Так что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решеткой? Свободы. Понятно, кроме того. Смотри, куда прет! ДТП, водитель хочет скрыться. Бля, ладно. Сейчас заплачу. Ох ты, телепортнулся. Давай, заплачу я тебе. Придется платить, сэр. А может, мафии есть такой, тут много мелких приколюх. Может, при езде выпустить Деньги потрачены с толком. хромовый диск от колеса и покатиться упадет. Да, я как диски я видел, да, при повороте у меня как-то выскакивало это дерьмо. Отвезите Эдди и Джо к месту встречи. Окей. Блять, сука. Создал затор. Да ты что-то не возбудился. Давай, не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки свои. Блять, я опять ограничитель забыл поставить. Забыл, что куда. Они тебе мигом все поставят. О, Бургер Кинг, Пыльнем назвал. наверное. Бля, можно было там проехать. Немного пить кое-что еще. Сократить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Да знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Шлюхи и бухло. Да. Замечательное сочетание. Проверено. Собственно, наверное, туда мы и едем. А можно мне? Я бы не отказался. Аустербей, Истсайд. Что за Остер... Остербей. Аустербей, блядь. Сука, я не знаю, как это читать. Уровень знания английского языка Александр Невский, блядь. Абсолютно. И губы эпичности. Но, блядь, ладно, сейчас была бы вебка показал. Ну, впрочем, вы и так все знаете. Но сегодня без вебки. Так, надо Квасевича. Вот чего-чего? В пятницу был бурбон, а сегодня у меня квас. А, в пятницу помимо бурбона еще, по-моему, пивас был. Если у Галанты
что Клименте пытался вас кинуть и сказал, что ты парень. А сегодня Квасевичем отпиваюсь. Ну слушай, между нами, почему ты И вообще кефиром. этим занялся? Понятно, у каждого свои причины. Алекс Рель такой же угарный. Ну, веселый, да, человек. Веселый. Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке. Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. А как это так получилось, если я приезжал в шляпе и в костюме с плащом? Как это так получилось, что я вообще в другой одежде? Наш Виталик сидит, восседает. Раз ты его друг, мы тебе хотим сделать. Ну понятно, это что, блядь, рендерный ролик, так сказать, Заинтересован. был, Окей, блядь. выпьем за это. За вас, ребята, и за общее То есть уже предусмотрим. Тут вообще похеру, во что ты одет, блядь. Много пить нельзя. У меня есть одно дело. Все равно игра тебе покажет то. Собственно, что было предзаписано. Стриптизы, эротики, тяжелые наркотики, блядь. Правильно, квадратными сиськами потряси. Астрология. Может, астрономии? Иди ты, звезда суши. Ужас. Так, скоро будет перекур. Закрой мне тут свой хабальник. Вот, я так думаю. Нечем рот занять. Ибо час от стрима практически прошел. Сейчас, наверное, миссию пройдем вот эту и сделаем перекурчик. Там буквально на пару минут. Что-то вообще непонятно с дубляжом происходит. Спокойной ночи, шлюха. Вот просто что-то лютое. Где моя машина? Ее сперли. Зовите копов, вашу. Ну давай, ты будешь залезать-то. Вот она. Да? Ну да ладно. Сука. А ключи мои где? Вита повезет. Как же это долго? Соображаю. 55 минут. Ну да, я об этом и говорю, то что час практически прошел. Ну давайте, долго думать-то будете. Так что, Вита, понравилось? Так, а куда нам вообще? Прямо направо и наверх. Окей. Получше, чем с сосиской. Ну там GPS местная. Местная GPS 50-х годов. Чем это воняет? То это, сука, круто. Я в своей машине никогда Ебаный, Да что за... типа, псевдореализм. Да, и я уйду. ДТП, водитель хочет скрыться. Ну вас нахер. Плеванул? Ясно. Ясно говорит. Да нет, он в багажнике. Что? Что? А ты сам виноват. Нафиг, блядь. Еще 50 баксов платить. Кое-что уладить. А ты взял меня и напоил? Эй, каких это пор кое-что Вот, уладить? можно сократить немножко. Да, Вита, ну За какую-то царапину. что-нибудь придумай. А что У тут меня, по-моему, осталось там все баксов 100. 160, наверное. старый обсерваторий? А как, кстати, посмотри. Вообще, блядь, пиздец, все проебал на эти штрафы. 18 баксов осталось. Лопаты есть? Да, в багажнике. Так, тут у нас что выясняется-то? Так, а тут... там нельзя, наверное, Яма проверить. уже готова. Выясняется у нас следующее, то что все это время с нами в багажнике лежал труп. Ладно, и где эта яма? За городом. Просто. Близко. Нам надо проехать по лесу до полянки.
И, собственно, сейчас мы его едем закапывать. Давай побыстрее. В смысле побыстрее? Эта чертова вонь меня проклинает. Аптаун. Блин, круги... Надо поаккуратнее сейчас ехать. Потому что, я так понимаю, если... Стой. раздолбать немножко машину, откроется как у багажника и появится труп, ну, соответственно, мусора будут реагировать. Это мне напомнило чем-то миссию Боже, Эдди, что за вонища? миссию в GTA 4. Вот, там тоже нужно было по парочку трупов в багажнике отвезти какому-то чуваку, который там, я не знаю, то ли чучело из них делает, то ли на органы куда-то отхерачивает. Вот, тоже. С учетом того, как я езжу, я, по-моему, даже ту миссию раз со второго прошел или с третьего. Потому что, блять, ну не могу я нормально кататься. Вон ребята едут с мигалками просто. Я поэтому по тротуару снес знак ограничения скорости. Просто легко и непринужденно. А ребятам насрать. Это как в первой мафии, да. Погнались мусора, прям резко остановился, вышел из машины, все, они тебя потеряли. Я не я майский жук. Вот это да. Так куда мы вообще... Тихо! О, блядь, увернулся-то как. Что-то слишком много их тут развелось. Человеков. Вот, в форме. Так, а можно? Можно. Там, наверное, можно было так открыть, конечно, не ломая ничего. Так, мы на месте. Но получилось, как получилось. Вита, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Мои ботинки. Так. Боже. Я так понимаю, миссия заканчивается уже потихонечку. Сколько он тут лежит? На пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Блять, ну дубляж, конечно, отвратительный вот этого товарища. Ты, сука. Эй, вот же яма. Вот она. Бросай туда. Вот это вот прям вот вообще никак. Наконец-то, Мадонна. Нет. По крайней мере, по звучанию, ну, мне не нравится. Погоди. Я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям плевать тянет. И эти нам тоже не поможет. Ладно, черт с вами. Правильно, все сам, блядь. Эй, парни, а хотите музыки, а? Они издеваются. Спокойной ночи, Бэби, мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Спокойной ночи, Бэби. Давненько я в лесу. Топовая игра подъехала, да. Меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Да. Вот, еще раз. На всякий случай повествую то, что третьей мафии не будет. Ну, это и по факту, конечно, по факту это и не мафия совсем. Но еще раз, наверное, в тысячный скажу, то, что третьей уже не будет. Да вы что, издеваетесь? Первая мафия пройдена, проходим вторую и идем дальше по тематике О боже. мафиозной. Ну,
Впрочем, вы сами все знаете, я уже говорил. Так, что там? Куда ехать-то? Ёб твою мать. Вот эти вот унылые длинные поездки, вот это вот, конечно, печалит немножко. Вот. Ну, опять же, искусственное увеличение игрового времени, так сказать. Так, там этот Эдди поет, что ли, в машине, потому что я думал сначала это радио, вот, а потыкал по кнопкам и ничего не это, как его, не тыкается. Засим все-таки это он, наверное, там горланит, горлопанит. Так, почему не будет? Тебе черный парень не нравится? Нет, дело не в черных парнях и там и так далее. Просто по факту игра говно. Вот. Если брать, если связывать ее именно с легендарной, так сказать, серией Мафия. Вот. То есть в принципе, по факту, ничего общего, кроме Виталия Скалкина, там нет. Вот. Ну, окей, ладно. И называлась бы она хотя бы не Мафия 3. Там, я не знаю, как-нибудь по-другому. Могли бы взять любое другое название и убрать Вита Скалетту. И все, в принципе, как такой проходной боевичок она бы зашла. Но, блядь, никак не Мафия 3. От Мафии там нету нихуя абсолютно. Так, все, выйти. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой поедет. Ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Единственный, наверное, еще плюс в пользу третьей мафии, там нет нашего дубляжа. Вот. Это, наверное, пожалуй, единственный плюс. Эдди, с тебя хватит. Пора спать. Вот. Только субтитры. Я тебе завтра Всё. позвоню, Вита. Пока. И это здорово. Вообще я против, наверное, перевода игр на русский язык. Ну, разве что только сабами. Вот, потому что у нас отвратительный дубляж в России. Ну, там, за исключением пары-тройки игр, окей. Вот, мне дубляж в Last of Us понравился. Местами в Heavy Rain. Это очень местами. Вот, но в Last of Us был классный все-таки. В Beyond тоже местами он хорош. Вот. В Mass Effect дубляж отвратный был. Вот, слава богу, второй и третий на английском. Так же, как и Dragon Age.
Слава богу. Где свежекупленный костюм с плащом, бля? Вот он. Мне не очень с каким переводом я проходил Fallout 4. Я до 4-го Fallout еще не дошел. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Вот. Но я вот по возможности, конечно, предпочитаю ставить английский язык озвучки. Но здесь я не знаю, почему я не сделал этого. Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Помнишь, пацаненка жил напротив Вот, моего но дома? ладно. Это, в принципе, третий стрим уже по Мафии, второй, так что менять уже что-то поздно. Грузовик. Он нам денежку принесет. Анфиса. По дороге объясню. Садись за руль. Так, Риверсайд. кошка. Ладно, едем в Риверсайд. Кошка хочет перехватить стрим, захватить. Ну, блин, ладно. Сегодня жалко без вебки, конечно. Но, впрочем, вы и так все знаете моих котов. Так, час от стрима-то уже есть. Ну и ночка, да? Ну да, можно сказать и так. И все еще злишься? Нет? Ну что ж, подумаешь, Субтитры порой фигня, лишь на английском, но суть улавливаю. Там переводчик просто не так переводит слова. Ну, бывает, это извечная проблема нашей локализации, бывает. С сабами косячат. Бывает, я вот даже приведу пример с Mass Effect. Вот выходил первый Mass Effect, вышел хорошо. Был просто с английскими субтитрами. Ой, в смысле, английская озвучка и русские субтитры. Окей. Вышло золотое издание после, то есть дубляж корявый. И так они еще умудрились просто засрать субтитры, которые были хорошими. В золотом издании, блядь, они умудрились их засрать. Вопрос нахуя? Вопрос, зачем нужно было трогать сабы? Но сделали вы дубляж. Молодцы. Хоть и говёные, но сделали. Зачем нужно было заново, блядь, перелопачивать сабы? Мне вот это вот вообще непонятно. Ой! Так, надо этот... Интересно, а я от них оторвусь? В связи с чем вы пиаритесь, говорю, в связи с тем, то, что я сам пост запостил. В связи с этим. Я не знаю, ты, видимо, вообще новый человек в группе. Потому что все и так в курсе, что периодически я стримлю. И там тоже. Инстаграм в ленте. А я, короче, запостил, Макс, фотку, а потом случайно нажал, заархивировать. Вот. Прямо вот вообще очень случайно нажал архивировать, а потом из архива ее восстановил. Может быть, поэтому в ленте она не отобразилась. Я вообще от них смогу оторваться-то? Ой, блядь, молодец. Может, решили... Так, что неправильно перевели, снова их сделали. Только стало еще хуже. Или чисто для вида, для начальника, вот что мы сделали. Ну, может быть, блядь. Ну, пизду, логика наших локализаторов вообще не ясна. О! Нихуя! Оторвались. А как мы оторвались-то? Так, надо починиться, да? Пока я читал комментарии, оторвался от полиции. Собственно, это вообще, это удивительно. Для меня-то это уж точно. Никогда, блядь, такого не было. Что вот так вот просто легко и непринужденно.
оторваться от легавых. О, ехать и ехать еще. К слову, сейчас, наверное, давайте я доеду уже и сделаем перекур на 3 минуты. Вот, ибо надо. Кому-то, может быть, нужно чай налить или каких-нибудь других отважных напитков. Сегодня. А мне, во всяком случае, нужно перекурить. Вот, и что-то Квасевич уже надоел, нужно взять из холодильника какого-нибудь кефирчика. Потому что... Нормально. Старость, блядь, не радость, нахуй, нихуя. Один день, один вечер попьянствовал, 2 дня отходишь просто. Это, сука, никак, блядь. В 18 лет мог, блядь, неделями бухать. А вот под 30-ку уже тяжко! Прямо, блядь, как будто машина, нахуй, сбила. Встаешь, блядь, с утра и думаешь, блядь, ёбаный в рот, лучше бы вчера убили дубиной какой по башке в подворотне. Так, Эрик на ютубе, привет, привет. Да, привет, Эрика, я сегодня, к сожалению, не смотрю ютуб, если что, присоединяйся вот к ВКонтакте, к чатику. Вот, мне тяжко сегодня мониторить несколько чатов, вот, поэтому я выбрал ВК только. Вот, да и, собственно, мне стрим там мониторить проще, потому что задержка минимальная там, во всяком случае. Вот. Планшет сейчас мой не у меня, и поэтому не могу. Так вот. А на телефоне только один могу смотреть. Так, собственно, доехали, и давайте сделаем перекур. Так, ладно, сейчас ролик посмотрим уж. Тогда уж. Пошли со мной. Давай, лезь наверх и подавай товар. Лезь наверх и подавать товар. Хорошо. Так, что у нас вообще по статистике? На 32% игра пройдена. А у меня вопрос, господа, к чатам. 32% это что? Это сюжетная линия на 32% или 32% как бы в общем, включая там всякие предметы, сбор каких-то предметов, тут, по-моему, да, что-то собирать, да, вот они, журналы Playboy, плакаты розыск, вот эти вот графенные материалы, вот. Вот это вот мне интересно тоже было бы знать. Так, давайте сделаем перекурчик. Собственно, через 3 минуты я вернусь. Перекурим.
Интересно, а если я сейчас гейпад включу, он будет работать? Не, нифига. Надо, наверное, перезапускать. Ладно, бог с ним. Попробую на следующий стрим. Так, как его выключить теперь? Выключайся. О, все. Так вот. В контакт Эрика пришла. Ну да, добро пожаловать. Добро пожаловать. Так, сейчас я выведу себе. Все, вроде вижу. Вроде все вижу. Так, что ж. Барыжим сигаретами. Вита, подай блок красный. Блок красный. Отлично, давай. Это блок синих, небось. Вот тут он. Деда. Вита, один блок синий. Мораторий, что ли, там у них на сигареты, блядь? В смысле? Курить нечего. Вот он, сэр. Всегда пожалуйста. Сюжет 70%. Я понял, хорошо, тоже 70. Как настроение? Да, нормально в целом. Отхожу от пятницы потихонечку. Как всегда, блок синий. Пью квасевич и кефирчик. Как у вас? Думаю, в этот раз мне белое. Белое. Слышал, Вита? Давай, блок белый. Белый блок. Хорошо, хоть не всю коробку, блядь. А, нет, он все-таки заплатил даже. Плюс 2 бакса за блок. Понял? Ну все, поехали. Господа, блядь. Сегодня все отлично. Мы серьезное бабло срубили. Серьезный бабос. Ну, хотя, да, еще на то время-то бабки-то такие. Так, где ограничитель? А, вон на L. Блять, я заплутал, по-моему. А я тут смогу выехать, если что? А, да. Отлично. Да, все хорошо. Единственный минус, что портит воскресенье, это понедельник, завтра на работу, да. Тоже на Эйде работает. Единственное, Вита видит. что портит. 18 возит меня, выполняет мелкие поручения, что-то. Так, мне на работу в четверг. Ха-ха. Пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончит. Вот как умник. Он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А У я после меня службы сейчас 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Вот правильно мне и говорят. пятидневные выходные были. Работы нассал. Ты что, забыл, как клево было? Ага, напоминай мне иногда, ладно? Вот. За сим. Ну и так, не знаю, может быть еще пару поводов. Наконец-то разобрался с ебалой в личной жизни. Наконец-то, блять, можно вздохнуть легкой, полной грудью. Свободен, как ветер. И это здорово. Даже как настроение поднялось. Заулыбался, заулыбался.
Тють-тють-тють. Блять, как это? Завернуть. Как сложно-то управляться с этим грузовиком. Анфисочка. Я, конечно, понимаю, то, что тебе хочется внимания, но не надо ходить у монитора. Блять, я же в дом въехал. Кисы хотят внимания. Видишь, я же говорил, все как по маслу. Так, она... А, поезжайте Милвид. То есть... Почти. Не может быть все так хорошо, потому что сейчас мы приедем, далеко ехать-то? А, не далеко. Сейчас мы приедем, и по-любому какая-то дичь начнется, просто форменная. Я так думаю. Вот это наша еда. Так, мы почти что приехали. Какая-нибудь перестрелка, что-нибудь еще. Так, блок синих. Давай блок синих. Даю блок синих. Да, вот его. Вот он, сэр. Всегда Так. пожалуйста. Сука, какое-то место стрёмное. Это блок красных. Отлично, давай. Какое-то гетто местное. Во, бриолинщики сраные, как в этом, в Булле. Тоже те еще пидоры. Что продаешь, парень? Ты покупатель или глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты, блок на бакса, целый ящик сотня. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. Эй, дружок, давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место. И за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Это наша заправка, вы что беспределите, а? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево. Ну, сейчас придется перестрелять их, наверное, я так Так думаю. что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Ладно. Ну что теперь скажешь? Что я скажу? Вот что я скажу. Давай в машину и валим отсюда. Отличный ответ. Давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. А, да, сейчас нужно, по-моему, за ними следовать, если я не ошибаюсь, да? Быстрее не будет. Вот, и уже по месту как бы уже всем напиздячить. Единственное, что все-таки зимний город мне нравился больше. Вот, все-таки так атмосферненько было, очень, ну, очень красиво, красочно достаточно. Вот, так позитивненько там. Черт, и что теперь? Нужно обсудить цели. Ищи ближайшую будку и позвони. Найдите телефонную будку, позвоните Эдди, хорошо. Такое рождественское... Вон этот колпак отлетел, да. Рождественское настроение такое все. Прикольно. Так, где найти будку? Так, ты будка? Не та будка. А вообще обозначена на карте будка?
Ладно, сейчас найдем. Все, попробуем что-нибудь найти. Блядь, пиздец. Когда не надо, блядь, на каждом углу встречаются, а тут что вообще куча? Так, будка. Во, будка. Как на ходу выйти? Отвали, Петик. Хорошо, хоть... Чего? 358 баксов? За звонок? А, или это всего? А, это всего у меня. Эдди, это Витон. У нас тут проблема. Вы толкали курево, а потом внезапно появились эти реалинчики и подожгли грузовик. О, зашел на YouTube посмотреть. Привет, Джокер, да, на YouTube. Я читаю сейчас в основном ВК, так что, если что, переходи по ссылке под плеером, там есть на трансляцию ВКонтакте. Так, бешеная лошадь. Я даже помню гей. Так. Промониторил я Ванину трансляцию Ассасина немножко. Сколько он там, 4 часа играл. Вот. Я так думаю, он его быстренько пройдет, наверное. За этот месяц должен. Там еще вроде 3 стрима по Ассасину. Вот. А второго Ассасина уже я буду играть. Я не знаю. Посмотрим, что задумал. Надеюсь, я его осилю. Он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. Вот. Правда. Можно будет вести счет смертей. Моих причем. А то, а я на какой сейчас бешеный. Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов на два куска вырежу. Телефон убегает. Я за. Далеко ехать? Бля, нахуй я вперед поехал, надо было назад Только ехать. вдруг Стив работает на Эдди. Он человек ДРК, Дерек, в команде Винчи. Я тебе что, доктор? Вот это, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди. Мы все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Маленькая Италия. Почему нельзя автопилот включить? Мне очень захотелось кваску попить, Квасевичу. Или кефирчик, не знаю. Пока еще не решил. Ой-ой-ой. Чуть не вылетел. Из окна. Та-ра-та-та-та-та. Так, 30% всего, значит, сюжет 70. Ага, ладно, я потом прикину после этого стрима, там, насколько еще примерно. Вот. Но в любом случае, ну, в октябре, наверное, закончим мы уже с второй мафией. Это, наверное, абсолютно точно будет. Так, да, даже мне надо на работу сходить. Ненадолго, правда, на 2 месяца уже не уходит. Что это так? Почему? Тебя, наверное, там забыли уже, потеряли, если ты 2 месяца на работе не появлялся. Придешь, отец скажет, а ты кто? Иди отсюда, не приходи сюда больше. Вот, как мне в свое время в военкомате. Забирай все, что хочешь, и не приходи сюда больше. Записали в запас, выдали военника, и сказали,
Иди. Потом послужишь. На каких-нибудь сборах. Извинения, господа, нужно идти. Ибо дела государя сам себя не возбудят. Ну, хорошо. Пока, Эрика. Заходи. Завтра в 8 часов RimWorld Ваня будет играть дальше. Колонизировать планету, в смысле. Привет. Марти? Ты что Да, тут делаешь? да. За лайк, спасибо. Спасибо, что пришли, в общем. А это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что это делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем для Дейли. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда. А Ой, потом наконец-то сходим Квасевич на можно попить. И, Пока почему заставочка. ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата. Ограбили и выбили 3 зуба. Да уж, ублюдки поганые. От них по всему городу одни неприятности. Цыц, пацан, сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем все к черту. Мне сказали, через месяц за военником придешь в военкомат, если только дали только через полгода. Пацаны с группы. Вперед, ребят. Уже вернуться успели сами. Ты нам либо Ужас, помогаешь, как-то у вас хуёво либо военкомат не работает, я вам скажу. Проучим уродов как Макс. следует, да? Это что такое было? Что такое было? Так, о, отлично. Расстреляйте бар. Вот это вот здорово. Вот это вот дерьмище. А что еще можно расстрелять? Ставим им подарочек. Виту, Марти, у меня в Как? багажнике пара коктейлей Молотова. О, отлично. Берите и швыряйте внутрь. А где... Удовольствие. Какая машина-то? А, вот. Давай. Дай мне-то. Взять коктейли Молотова. Еще хочу. Чего ты ждешь? Хватай бутылку и швыряй. Что тут сложного? Да все, поджег я уже. Оу. Ну да. Теперь пошли. Конечно, такое себе. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи. Так, поехали. Господи. Как же оно хуёво едет. А вообще далеко? А, не особо. Блин, а где же это миссия-то? Наверное, следующая, да, будет с этими, как раз-таки с бриолинчиками, то, что на какой-то завод нужно будет поехать, и вообще будут просить их просто отпинать. А, так, вот она, все, господи. Вот он, да, завод, типа, просто, типа, отпинать, но у них окажутся стволы сейчас, по-моему. И придется их всех порешать. Вот, Элвис жирный. Как вы сюда попали? Шли по дороге, блин, из желтого кирпича. Следующий. Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Джо, берегись! Спасибо, брат. Черт, у них пушки. Они попали. Прикрой меня! Так, а в кого стрелять-то? Я захожу. А, кто стреляет, в того и надо, да? О, реген ХП!
Зашибись. Так, а чё мне... Блять! Блять! Просто пиздец. Так. Куда нахуй пошел? Ну ты и стрелок. А как прятаться? За укрытие. Блять. На какую кнопку? Бля. Как, сука, это работает? А, на контр. Где эта скотина? А у меня есть еще что-нибудь? А, вот этот еще другой. Револьверчик маленький. Полицейский, видимо. Ну, как кольтец, во всяком случае, 1911 получше. О! Прям в голову. Эта миссия, насколько я вот тоже ее помню, и... Как бы я, по-моему, когда проходил, тоже не с первого раза прошел. Потому что... И тогда я играл на легком, сейчас мы играем на среднем уровне. Это вам не GTA. Это вам не это. Давай, покажи башку. Отлично. Мне патрончиков надо. Ой-ой-ой-ой, скорее за ящик. Ой, это Джо. Отлично. А по-моему, дальше ФБР придет или нет? Или это из другой миссии вообще? Там живой еще? По ножкам, блядь. Не, ну это вообще дело неблагодарное ни разу. Блядь, да сука живучая. Не, ну я так, блядь, полдня буду стрелять. Магнум. Дичь. Бля, нихуя не получается толком. Просто пиздец. Так, а чё у меня? А, вот, кольтец. О, еще такое дерьмо есть. Не, я лучше с этим. О, ружьишко. Туда, да? Ладно, бежит. Безоружный товарищ. Я нихуя не вижу. Ебучие кусты. По яйцам. Куда вперед-то? Там их куча целая. Вперед, говорит. Блять, не попадаю.
Во. Во! Звоночек этот дзынь. Сука. Прямо, блядь, ностальгия по Call of Duty. Хотя недавно только перепрошли же с вами. Сосредоточено надо. Ёб твою, ёпта, не сдохнуть! Нет, 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 нет! Вита, Виталик, Виталик, живи! Хэштег Виталя, живи! Вот, отлично. Реген ХП, реген ХП. Ага, молодец, Вита. У меня есть кое-что для тебя. Блять, хуёво быстрого сохранения нет. Убить его. Или вообще, хотелось бы понимать, где контрольные точки. Слушай, я правда кого-то убил. Пизда! Сука. Ну хотя бы не заново. Так, сейчас перезарядимся. Сразу. Чтоб было, так сказать. Так, о, можно еще гамбургер сожрать, отлично. Правильно, хуярь. О, граната. Бля, вот это вот, кстати, я не знал. Нехуй бегать. Эй, мне тут помочь надо. Иди. Ну ты стрелок. Ой! Я попробую его обойти. Ой-ой-ой. Блять, оказывается, да. Сука, сложнее намного, чем на легком уровне. Прям крайне. На тяжелом я даже пробовать боюсь. Эй, ты в порядке? ФБР в конце миссии будет вроде... Да, вот я об этом тоже как бы говорю, потому что вот что-то помню я где-то ФБР. Вот только единственное не помню, в этой миссии или нет. В бубен. Куда погнали? А, все правильно. Да когда ж ты помрешь-то? Так весь день могу. Вон там товарищ вроде. Ага. Молодец, Вита. Вид-то молодец, вид, конечно, молодец, блядь. В отличие от этих болванчиков. Виталя тащит. Немножко. Хотя, блядь, весь грязный уже, как хуй знает кто, блядь. Кто там кого прикроет? О! Зашибись, МП. А, М3. Так, а я взял это говно.
3, 4. А, во. Вот так вот. Бля, не. Надо будет все-таки на следующем стриме с геймпадом поиграть. Я могу вернуться сожрать гамбургеры? Хоть оружие немножко это. Подфармим. Блять, вот и куда он все это... О, сиськи. YouTube не бань. Тема сисек на сегодня раскрыта. Попробуй его обойти сзади. Я вот так вот могу, интересно, сделать? Нет, не могу. А это свой? Встретить с стальными уходы в литейный ок. Ну вот я понимаю, контрольная точка как раз таки. Не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют, а теперь эти уроды уже никому не помешают. Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели 2 пройдут. Ну, я пошел. На здоровье. У нас Джо еще дел по горло. До встречи. Не найти для единого куска. Как думаешь, сколько поднять? Задача неизвестна. Вита, черт, да ты гений, эти тачки не дешевые, верно? Да Дерек нам как минимум штуку за каждую отвалит. Ладно, тогда я отгоню на суд. Так, главное не разбить. Увидимся в баре. А то я ж могу. Я ж могу. Так, а далеко ехать-то? Пиздец! Вообще на другой конец. В этот, в порт, как кажется, да? Значит, другой миссии. Ну да, я уж так и понял. То, что в другой миссии это ФБР. Ну, просто похожая локация, вот и как-то так, что-то какой-то ассоциативный ряд какой-то сработал. Так, а если разогнаться? Пока по прямой. Ой, тихо, тихо, тихо. Нужно доехать, я так думаю, в целости и сохранности, да? Чтобы побольше денег, наверное, отвалили. Ну, так, местами буду ускоряться. Прям вот совсем местами. Чтобы хоть как-то побыстрее доехать. Ну и на карту смотреть тоже надо бы. Потому что вон там товарищи. Тихо! Фу. Товарищи в синей форме, в голубой. Вот. И как бы им попадаться тоже не очень хочется. Но, к слову, если в первой мафии все это как-то было немножко усложнено, то есть проезд на красный свет, там опасное вождение и так далее, вот, то здесь этого нет, тут просто превышение скорости, не более того. То есть я при мусорах сбивал знаки, блять, просто по тротуару херачил, сбивая знаки, а ребята просто мимо проехали. Ну, рядом ехали, только по дороге, и как бы вообще насать. В первой мафии уже бы давно как бы за это дело покарали. Тут все это дело как-то оказуалили, что ли. Облегчили, так сказать, задачу игрокам.
реализм пошел другим путем, скажем так. Вот. Не могу сказать, чтобы это было бы хорошо или прямо плохо. Так, критично, в принципе. Конечно, печально немножко мне. С одной стороны, но с другой стороны, как главному рукожопу немножко полегче играться стало просто. Ну, слушайте, достаточно быстро доехал. Нужно ее загнать в это дерьмо. Выйдите от машины, отойдите от платформы. Сколько дали? 2000 баксов почти. 1950. А почему? Наверное, полтинник за то, что я чуть-чуть поцарапался. Вот по-любому сняли. Суки. Отдайте Эдди его 2000 баксов. В смысле 2000 баксов? Мне 1900, блядь. Дали. 1950. Чем могу помочь, пацан? Чё за хуйня? Ищешь работу? Прости, сегодня ничего не. Ой, а я не сюда пришел-то. Уи! Ой. Так, мне надо угнать какое-нибудь дерьмо. Хотя бы так. Так, далеко ехать-то? А, нет. Уи, давай. Я еду. Блять, а тут не проехать-то, да? Наверное, никак вообще совершенно. А, не, можно. Так, ограничитель сразу. То, блядь, за жопу мусора схватит опять. Блин, а я что-то... Слушайте, что за фигня? Как я не помню, кто там 2 штуки баксов-то требовал и за что? Я что-то забыл уже. А, или это за это, как его, за... Как его? За грузовик с сигаретами, что ли? Нормально, припарковался. Чё за хер? А, господи. Что-то показалось, что у него еблище синее. Пиздец, весь грязный какой-то, нахуй. Как хуй знает откуда выполз. Но слава тебе, Господи. Вот же тупые наркоманы. Они нас надолго запомнят. Молодцы, ребята. Вот ваша доля. Спасибо, Эдди. Мы сегодня тебе еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет, сегодня все. Если что, я вам позвоню. Если что, я вам позвоню. Так, отлично. Минус 2000. Сука, даже в минус ушел, бля, на 50 баксов. Жесть. Где выход? Так, а вот этот вот хер, который там стоял, это, насколько я помню, это, по-моему, агент. Это ФБР. То ли мусор, то ли агент ФБР, я хуй знаю. Отправляйтесь домой. Ну, блядь, сука, игра вот прямо говорит, что надо делать. И это плохо. Но нет, в принципе, как я выражаюсь, ни в коем разе не делает игру плохой. Вот, отнюдь.
Конечно, если сравнивать с первой мафией, конечно, уже не то. Конечно, уже не то. Вот. В первой как-то это все было более атмосфернее, что ли. Более насыщеннее, что ли, сама игра была. Я имею в виду в плане повествования. Вот, как-то сроднился с Томми за время прохождения первой части. А этому, сука, даже сопереживать не хочется на самом деле. Вот. Парам-пам-пам. Так. Про третью часть вообще говорить ничего не хочется. Понял. Вот. Для меня, в принципе, третьей мафии нету. Не существует. Окей, давай я тебе заплачу штраф, сука. кого-нибудь, если будете так водить. Платите Хорошо, штраф. как скажешь. Ладно, деньги потрачены с толком. Сделай себе одолжение, исчезни. Так, ну чё, господа? Сколько время? 20 минут 7-го? Давайте, наверное, еще одну миссию пройдем. Вот, и на сегодня закончим. Ой, что-то я вообще не в ту сторону поехал. Или в ту. Так, а можно развернуться и... Чё, блядь? Чё-то он мне вообще нахерачил какими-то странными путями. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас главное выехать. А там разберемся куда. Да. GPS, блядь. О! Так гораздо проще. Сократил. Зашибись. О, другое дело. А то нахерачил мне там объездными, окольными путями. Бары какие-то стоят. Может зайти, накидаться? Ой, ой! Блять. Все, сука, поломал. Ой. Инвалид, блять. Окей. Что там у нас? А, отправляйтесь домой. О, интересно, интересно, да. Кстати, чё же будет дальше? Ой, я дико извиняюсь, барышня. Проехался по голове. Нормально. Но я извинился. В принципе. Вот, о, тихо. Чуть не проехал. Все, буду тупой бабой. Тупой пиздой буду. Оставлю прямо посреди проезжей части машину. Есть такие ландухи, блядь. Тему сисек в квадрате. Собственно, второй раз за сегодня тема раскрыта. Что-нибудь сожрать. Сэндвич, например.
фотки. Лечь спать. Зашибись. Привет. Да, привет. Пришедшим. Присоединившимся к нам. Вновь. Мафия 2 на экранах на ваших. Напоминаю. Так, где-то тебе телефон звонит? Это у нас? Вот о чем я и говорил, собственно, он нужен всего для пары сюжетных ситуаций. И разве что только вот на улице эти телефонные будки, чтобы позвонить кому-то, договориться, чтобы мусора от тебя просто отвязались. Вот, не более того, хотя, по всей видимости, он еще должен был предназначаться и для других целей. Ну, собственно, тоже кому-то там позвонить, а-ля, возьмем, допустим, GTA, да, то же самое. Между миссиями ты можешь позвонить там какому-нибудь товарищу, пойти там нажраться, пойти там что-нибудь еще поделать. Вот, и в принципе, я так думаю, для этого тут он тоже мог бы служить. Но, как мы знаем, Мафия 2 вышла далеко не такая, какой ее показывали. Так, что это такое? Выключи свет. Тихо, тихо, не-не-не-не-не. Полиция. Опять, что ли? Не, хватит. В тюрячку больше неохота. Не хочется. Как настроение, товарищ? Настроение нормальное, в принципе. Чат, не знаю. Спроси у чата. На YouTube еще можно сходить, посмотреть. Я его, правда, не читаю. Вот. Где машина? Вот это что там за товарищ голубой? Я тут вообще-то иду. Молодец. А я бегу. Куда? О, далеко. Надо что-нибудь угнать. Надо что-нибудь угнать. Срочно. Вот это моя машина, нет? А, ни хера. Отправляйтесь к Эдди в маленький сок. А, мы же там были. Могу газету, наверное, какую-нибудь купить, да? А, так вот она, ёб твою мать. А я, пиздец, всю ночь простояла на дороге. Никаких эвакуаторов. Все зашибись. Радио Дельта, радио нафиг. Радио будем выключать. А то по YouTube заругает. Может опять посреди трансляции все вырубить. Как это было на God of War. Лысый спартанец Ютубу не понравился и прям посреди трансляции. Херась. Из-за каких-то сюжетных звуков или музыки, что ли, какой-то фоновый сюжетный. Я по-моему, уже рассказывал. Ну, вообще, я думаю, тут, может, и так в курсе. Прикольно. Не, ну все-таки да. Все-таки Зимний город был круче. Все-таки Зимний город был круче. Это уж точно. О, господи, тихо. Блять, я куда-то метку поставил. Зачем-то. По-моему, сейчас мы начнем работать с Мокасиной или не сейчас? Я вот что-то не помню, на самом деле. Вот. Такой солнечный день мне просто напомнил, так вот, в памяти. Как раз, по-моему, в такой солнечный день его порезали китайцы. Это Генри Мокасина. Или как его? Древесина. Блять, это...
Днями и ночами, что ли, тут ошивается? А, нет. Что-то показалось, думал, опять тут этот старикан стоит. Как войти-то? Эл. Доброе утро. Привет, Вито. Хочу тебя кое-кому представить. Вито, это Карло Фальконе. Очень приятно, мистер Фалькон. Фалькон. Видел? А, это этот, главный антагонист, похоже, да? Итак, Вито, что ты думаешь об Альберто Клементе и Луки Бурино? Я вот что-то прям... Если честно, мистер Фальконе. Сюжет у меня очень расплывчив так, в голове. Хорошо, потому что эти двое собираются против нас выступить. А потому надо что-то предпринять, пока они не ударили первым. Эдди ведет тебя в курс дела. Не сомневаюсь, ты не будешь. Спасибо, мистер Фалькон. Было приятно, Вита. Что, блять? Что-то пробубнило. Дубляж. Вчера пропала машина с 3 нашими. По городу ходит слух, что в этом замешан... Чертов... Кто пропал? Чертовы наши Даже локализации. Винс и двое Чертовы ребят, локализации. которые Блять, его играйте Тони в оригинале. Бальзам и Фрэнк. Да, Просто с Винс, субтитрами. бухгалтер Играйте Карл. просто в оригинале. Если он заговорит, нам конец. Что я должен делать? Иначе это Письмо просто ухода в невозможно. пару Фредди, проследи за ним, выясни, его ли это работа. И потом... Не, ну, Если вдруг порой, конечно, кто-то замешан, нормально, или добротно подходит. Если ребята все еще живы, Но это попробуй очень, освободить. очень, Надеюсь, очень, ты очень найдешь редко. их, кто там В охраняет основном, свои что-то хорошие как-то... дела. Что-то как-то Куда он так. пойдет? Я вам Понятия скажу, не блядь. имею. Так что готовься ко всему. Найди себе хорошую машину. Ну, конечно, не на уровне Mass Effect Хорошо. Заедешь сюда, как закончишь. паршивого, Запомни, Вито, крайне. никому ни слова. Ясно. О, даже не договорил, блядь. Все, заебись. Все у него хорошо. Блять, какой-то странный человек. Далеко ехать? Не особо. Поберегись. С дороги. Говорит, голубой что? О, Эйнштейн. Тут хотя бы можно проезжать сквозь зеленую изгородь. Собственно, что нельзя сказать о GTA? Это, блядь, у них вечная херня с бетонными просто столбами, вот, которые ни хера не падают. Вот. С зелеными изгородями, которые просто нельзя проехать. Это извечная проблема. От части к части это дело все происходит. Хотя бы все падает и все проезжается. Казалось бы. Ну, конечно, не мнется. По идее, я вот эту хуйню снести бы должен давно. Вот, она просто у меня в машине растет. Конечно. Тоже не идеально, далеко не идеально. Это машина Луки. Где тебя носит, Лука? Вот ты где. О, отлично. О, говорит, Лучше не отлично. подходи. Да я на ведре на Ничего таком. заметил. А, все, я вспомнил, кстати говоря, эту миссию. Сейчас нужно будет проследовать за ним, а потом пробраться на этот, то ли мясокомбинат, то ли живодерня, то ли хер его знает, что там. Ну, короче, какой-то заводик тоже нужно будет туда пробраться, ну и, соответственно, надавать потом всем по щам. Вот, в принципе, ничего сверхъестественного такого, ничего странного. Все как бы в порядке вещей. Это... А смотрите! Интересная хуйня, да? В формате миссии как бы... Нельзя его потерять. Газу прибавим. Я его теряю. Тихо, 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 не теряй его, не надо проебывать. Дьявол, ушел. Я его не найду. Да блядь. Ё. Интересно, да, вот в формате миссии скрипт с полицейскими не работает. То есть, понимаете, да? Так бы, если бы я уебался, они бы давно
давно бы уже начали выебываться бы. Вот, а так вот такое преследование. Ну, прям что-то... Но все-таки, наверное, в угоду... Блять. Незаметность. Так бы, наверное, было бы сложнее немножечко пройти. Я так думаю. Потому что, ну, понятное дело, если бы мусора бы погнались, он бы сразу заметил. Вот, ну и так далее, и так далее. Так, ладно. С этой хоть... Эта машинка уже раздолбанная. Вот, а это хоть как-то порезвей. Значит, можно, в принципе, ограничитель будет выключить скоростной. Я так думаю. Блять. Включить ограничитель, выключить. Так, пропустить. Лучше не подходить. Лука меня еще заметит. Так, нафиг ограничитель. Выключаем, потому что товарищ что-то слишком лихо едет. Прямо как-то. Я так подозреваю, то, что эта скотина скоростной режим не соблюдает. Совершенно. Ой, небольшой пропуск создал. Вот, я говорю, не срабатывает скрипт с мусорами. Вот, то есть он ограничение сколько там, 40 стоит, да? По-моему, в городе. Да, 40. Да что такое-то, блядь? Да ёпт. Что, сука, за пиздец? Нельзя его потерять. Газку прибавим. Ну все, блядь, опять проебал. Я его теряю. Дьявол, ушел. Теперь я его не найду. Сука, рукожопство. Полнейшее. Полнейшее рукожопство. Ладно, еще одна попытка. И, блин. А если опять зафейлюсь, то, наверное, тогда уже до следующего стрима отложим все это дело. Здорово, Джейсон. Но я YouTube не особо смотрю, мне проще. Сегодня как бы проще. Вот, я просто читаю чат с девайса и сегодня, и мне проще как бы смотреть ВК, вот, потому что там я сразу вижу, если что, и чат, и трансляцию как бы на одной плоскости. Вот, так что, если что, в ВК переходи. Но в любом случае, наверное, скоро заканчивать будем. Привет, привет, да. Потому что вот сейчас я делаю последнюю попыточку. И, наверное... Дела государственные возбуждены, теперь я тут. Отлично. Ну я вот, я не знаю, я пытаюсь, я стараюсь, как бы уже какая вторая, третья попытка пошла. Лучше не подходить. Лука меня еще заметит. Чтобы пройти данную миссию. Вот. Ну, тут и я рукожопый, хер его знает. Машины из ниоткуда появляются. Вот в чем дело. Вот смотри, вот вообще... не, все правильно, на желтый проехал.
И что-то показалось, что он на красный. Ну, скоростной режим он вряд ли соблюдает. Ну, благо, что нам тоже как бы не очень нужно соблюдать его в данной миссии, потому что ребят в форме... Ребятам в форме отключили срабатывание данного момента. О! Телепортировался откуда-то. Материализовался просто, товарищ. Во! Неужели я доехал до туннеля? Чего? Пришел черный кот и что-то Ты собрался, Лука? Риверсайд. проорал мне. Так. Ой-ой-ой, я куда? А, да, о, все, доехали. Значит, да, все-таки пройдем эту миссию и тогда уже после миссии закончим. Майк с таким не связывается. Господи. Так, ну нужна концентрация срочно. Срочно концентрация. Доехать. До сохранения, до чекпоинта странного. Ой, не Клименте, конечно. Уже Ой, эти на бабы. Клименты, ох ты! А, дядя Паша, вопрос. Ты проходил Little Nightmares? Нет, не проходил. Но стримы были, один или два. Вот, но не проходил. Ой, кто там. Так, нужно как-то пробраться, да? Так, а если мы вот так вот сделаем? Интересно. Простите, да, в чем дело? Здорово. Вы не подскажете, как пройти на бойню? И что вы хотите там найти? А, у меня собака убежала. Ищу. Собака, да? Ну да. Вы знаете, как попасть? Ну, во-первых, открою вам секрет. Врать вы не умеете. А во-вторых, если у вашей собаки нет ключей, то на бойню она могла попасть только через канализацию. Канализация, говорите? Канализации, говорите. Отлично. Просто неудобно на клаве или нет. Я не знаю, как насчет клавы, просто стрим игрался с гейпада. Вот, поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу. Так, может, другим каким-то путем? Мне было всегда интересно, могу ли я пробраться на эту бойню, не, ну, как бы не через канализацию. Вот, может быть, есть какой-то другой путь? Как может быть какой-то альтернативный? Просто не очень хочется в дерьме там колупаться. По всей видимости, никак. Только... Ух ты. Открыть багажник. Там нет. Вот нахера он его? По-любому, эта штука для чего-то, да, предназначалась. В смысле, багажник, эта штука, блядь. Нормально. Вот, для чего-то, да, предназначалась. Что-то он мог там возить, но я не знаю, почему эту возможность вырезали. Вообще, до хера чего вырезали, на самом деле. Здорово. Черт, забыл дома плавно. Ну ладно, канализация, так какая-то канализация. Кажется, я могу ее поддеть. Господи, водища. Правильно, ты как хотел. Канализация таки, блядь. Вонище, блядь. Ясен хуй.
Сюда с оружием нельзя. В канализацию с оружием нельзя, блядь. С каких пор? Ладно, девушка бесстрашная, попробуй на клаве. Ну окей. Попробуй. Да... О, окатили. Попробую. Я не знаю, может быть на клаве даже и удобнее будет. Трижды тема сисек раскрыта на сегодняшнем стриме. Так. Я не знаю вообще, смогу я прям вот с первого раза осилить данную миссию или нет. Но я попробую. А сюда с оружием нельзя, да? Типа. У меня ж там вроде что-то есть, типа кольты какие-то. Что-то типа это. В канализации не встретить Бибута и Рокстеди. Сюда с оружием нельзя. О, какие-то рабы. Они разве в канализации жили? Понятно. Мне пора. Понятно, говорит, мне пора, окей. Так, мне надо... Так, это хер спит. Мне срочно какое-то оружие, наверное, нужно, или что-то типа того. Так, короче, понятно, нужно туда. А как понять, когда я в свете? Когда я свечусь, блядь? О, я понял, надо направо сейчас будет. Не помню, как звали противного, что в роботе сидел. А, этого... В роботе, кто там? Кто? Крэнк это был, товарищ. Товарищ Крэнк. Нормально такой. Сел. А, сел и пошел. Сел и пошел. Так пробежал мимо китайцев, блядь. Все хорошо. Раскоряку, раскоряку. Блять. О, все, дошел. Даже с первого раза получилось. О как. Не, ну пиздец. Нормально, выбежал такой на него, шкала начала заполняться, убежал, все, блядь, типа шкала упала. Подозрительно спала. Типа, блядь, а ты кто? Блядь. За угол спрятался, а ну ладно. Показалось, наверное. Заебись, блядь. Механика, сука. Пиздец. О, этот еврейчик с очками, в очках. Заткнись нахрен, Лука. Эй, я тебя знаю. Это ты тогда все ошивался с батом. Я думал, ты все еще гниешь за решеткой. И какого хрена, спрашивается, ты приперся? Меня послал Фальконе. Ему не нравится, когда всякие глисты пускают его ребят на фарш. Так
Ты теперь под Фалькона ходишь, да? Вот что я тебе скажу. Хм. Если бы ты знал, что на самом деле происходит, ты бы назад в камеру убрал. Но теперь уж какая разница? Занятно. Однако. Лютый товарищ. Эй, тихо. Аккуратно. А как? Где это добивание-то, чёрт-то? О, наконец. Ух ты. С тесаком. Где этот, как его? Волын. Эпично. Сейчас еще куча китайцев, наверное, прибежит этих. Спасибо, говорит. А, сейчас еще куча товарищей, по-моему, приедет. Так, где этот? Вот. Точно, у меня же еще есть же другое оружие-то. Так, отлично. А что надо сделать-то? Так, тихо. Реген хп, реген хп. Так. Где Томпсон-то? О, зашибись. Листа сейчас штаны обмочит. Да, мертвы. Так, точно. И сейчас, да, вот как раз будут ребятки приезжать. Вот они. Замечательно. Надеюсь, меня не завалит все-таки. Хотя вроде ничего такого сложного. Пока что. На литейном заводе было посложнее. О! Круто. А откуда, блин? Еще один. О! Вот это другое дело. Православный дроба, да? Так, что мы еще? Что у нас? Томпсона нет? А, ну ладно, хотя бы с дрободанчиком. Что надо сделать? Схватить луку. А как его? Как его схватить-то? Черт, так я ее открыть не смогу. Встал под окнами, врубил шансон Сильмейха. Владимирский Централ, да.
Моя тонкая чувствительная душа не выдержит этого. А чё, мафиозный стрим под окнами, Владимирский Централ. Полное погружение, блядь. Мотин, чё ты? У меня даже кот возмущаться начал по поводу шансона. Вот и прочее. Я чуток поиграю с лукой, а потом пущу на фарш. Ты со мной? Нормально. Поиграю с лукой, потом пущу на фарш. Круто. Моя лучше. Крови не пить, да? Нет, не люблю лук. Как знаешь. А ты много пропускаешь. Начну с какого-то скота, который тут побил. Да. Эдди, правда, хотел, чтобы я его лично убрал. Не забивай голову. Все будет в лучшем виде. Просто чуть дольше. Быстро эта тварь у меня не сдохнет. Мотин. Обеими руками за. Ладно, я пошел. От меня Кот несет негодует. так, хуже помыться. Передай Один Эдди, из- пусть за луку не волнуется. Эй, Бин! Открывай дверь. Все кончилось. Или это не то? Не, это, по-моему, другой. Да? А ты как думал? Может, перед тем, как домой ехать, развлечемся со спящей красавицей? Знаешь, а это неплохая идея. Не, все-таки еврейчик. Таки да. Плохая идея. О, можно это как он, да, точно. Подберем пока. Это что еще такое? Так. Его заменить нельзя, да? Наверное. Хотя, наверное, пофигу. Блин. Ну ладно, хотя бы хоть какое-то оружие. Так, что у нас? Отправляйтесь к Эдди в Сокол. Ок. Почему так нельзя было сделать? Почему нужно было лазить по канализации? Проще, наверное, было, блядь, ворваться и просто всех перестрелять нахер. Дон Матян такой: вы слушаете шансон, но вы это делаете без уважения, да? Возмущается черный Дон. Как Катеон. Блять. Как проехать? Ну, тихо. О, 70. Ограничитель. Отлично, он хотя бы сам. Так, направо, по-моему. Так, что-то у меня все проглючило. И сейчас, секундочку. Обновлю ВК. Что-то не вижу ничего. Блять, сука, канализация. Запах сбил с толку, да? Может. Блин, у меня ссылка. Я не вижу, что там. Что за картинка?
Канализационная, блядь. Канализационная мафия, мы знаем, что вы делаете в туалете. Голос звучал мне так противно. Ужас. Так. Блин, я что-то пока засмотрелся на чат. И... Так, а что нам нужно? А, Эдди в Сокол. Он нам скажет, иди помойся. Чертов бомж. Вот и как раз, я думаю, доедем до квартиры, сохранимся и на сегодня закончим. Думаю, как раз, да, 3 часа стрима это нормально. Там старый фотожаба Дон Матян. Понял, понял. Понял. Вот, приехали в Сокол. Интересно, прохожий как-то будет реагировать? Нет, вообще никак. Вообще насрать. Понимаете? Что не так? Что не так с этой игрой? С какой, блядь? С третьей попытки? Сумел зайти. С какой си на руках? Помню, да, помню такое. О боже! Господи Иисусе, это ты? Господи Иисусе, да, это я. О, святая Мадонна, какого черта ты не помылся перед тем, как сюда переться? Ты мне сам сказал, как закончу, сразу к тебе. Думаешь, мне нравится? Осталось только буталином намазаться, Так, ты их нашел? Да. чтобы Ух, быть держал их на бойне. трушным Фрэнки черным Мёрфи Иисусом. пальзам Бинс в порядке. Ух, и допрашивал, когда я добрался. Свидетели есть? Никого, только дюжина телохранителей Луки. Вот и все свидетели. Назад. Было жестко, Рики. Да уж, похоже, не сладко тебе пришлось. Но ты же выбрался живым, верно? Теперь иди и помойся, пока ты всем аппетит не испортил. И тряпки эти уделанные сожги. Ну, Сожги тряпки. От вас за мин несет, переоденьтесь. Так, тут есть 3 точки, где можно переодеться. Или 2. 2. Ну чё, ну сюда Что это за говно? Блять, кто-то мне дверь снес. Ёбаные пидоры, блять. Вандалы, сука. Я доеду вообще живой до магазина. Надеюсь, по крайней мере. Ну вот. То я думаю. Что-то далеко. Здоров. А как войти-то? Не-не-не-не-не. Давайте. Папа дома. Надеюсь, вы примете ванну, прежде чем это мне делать. Рубашка, брюки. Дорогой костюм. С пальто. Дорогой костюм с пальто. Вот это, да. Что-то не вижу. Хуй из хуй, блядь. Вот такой, Сидит как блядь. влитой. Влитой. У-ла-ла. Да? Надеюсь, вы довольны? Так, возвращайтесь, Сокол. Так, мне нужна нормальная тачка. Какая-нибудь прям. Ну, это богатый район, типа, да? Сейчас мы что-нибудь это самое. Сейчас мы что-нибудь подыщем себе. Не, ну это вообще чермет. Что-то хуйня какая-то. В основном.
Да, ладно, там вроде магазин что-то стояло более-менее приличное, цивильное. Кинотеатр или что это? А, это просто Empire Way, блядь, этот как он? Empire State Building, по-моему, так называется-то, да? Стоп, тут была большая машина. Прокати меня. Большая черепаха. Сука, хочу цивильную тачку какую-нибудь спиздить. Просто. Ладно, поеду на... Хочу красную. Поеду на красную. Может, что по пути найду. Оп. Опаньки. Ограничитель. Как обычно. Так, сейчас что-нибудь найдем. А из машины теперь он стрелять не может, кстати говоря, в отличие от первой части. Сейчас я вон пытаюсь высунуть пистолет из окна, не работает. Не работает. Не умеем мы стрелять из машины нынче. Заебись. От бога просто. Водитель. Припарковался идеально. Привет, Вито. Вот и ты. Эдди. Неплохой костюмчик. Спасибо. Ну так и в чем дело, по какому поводу парад? Вита, мистер Фальконе сегодня примет нас в семью, тебя и меня. Нас берут. Сегодня? Да ладно. Да. Правда? Почему ты раньше не сказал? Что нам надо делать? Все узнаешь. Но сначала с тобой кое-кто хочет Семью... поговорить. О, Лео откинулся. Сам. Привет, малыш. Я хочу поговорить с тобой о том, что случится сегодня. Давай, садись. Ладно, конечно. Что случится сегодня? Спасибо Блять, еще странно раз от него это за всё, слышать. что сделал, чтобы я вышел Так. пораньше. А Приходит теперь к я тебе. выполню второе свое обещание. Такой подсаживается. Второе? Да. Дедан Я же сказал, что кладет в тебе следующий раз, когда руку на начнется прием, плечо. я порекомендую. Говорит, я хочу Вот с тобой сделай. поговорить о том, Так ты что имеешь к этому произойдет отношение? Ты же сегодня. работаешь на Винчи. Да, я, конечно, был бы рад видеть тебя в нашей семье. Но раз Какой-то уж род твой странный уклон, на самом деле, мы выросли прозвучал. вместе, как мы с Фрэнком. И поскольку Джо давно работал на Карла, я посоветовал, чтобы они взяли и тебя тоже, вместе с ним. Спасибо, Лео. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Ни мне, ни кому-то еще. В этом весь смысл, Вито. Да. А теперь иди. С которым ты сидел на зоне, да-да-да. Ладно. Увидимся. Вот это, да, Ну, что очень это такой было? стрёмный Что подтекст, поболтали о старых собственно. Типа как старина Лео уронил мыло. Пошел ты. Ладно, все, хватит. Пошли. Вы прямо как школьники, честное слово. Вот что, ребята, пойдете по одному. Когда войдете, просто делайте, что говорят, ясно? Джо, заходи. Эй. Удачи. Да, что-то долго так прямо, да? Такой вот ракурсы, такие переходы, ощущение нагнетания обстановки. Твоя очередь, Вито. Такое ощущение, Джентльмен, как будто это долго, Вита Скалета. прямо долго его там. Вита, знай, что наша семья — тайная семья. Вспомнит Что старое, да. большего общества здесь нет. Для остального мира его просто нет. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем это. Бог или Родина. Если я скажу тебе убить твоего брата, ты сделаешь это. Покажи мне, какой палец нажмет на спуск.
Дева Мария проститутка или как она там? Повторяй за мной. Магдалена, да? по-моему. Если я предам тайну нашей Шалашовка. жизни, Если я предам тайну наших жизней, да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. А Миконос, Да трахнет старину. Да, тряхнет. это скалека. Ну, в принципе, и так, верно. Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. Двое Я рад достойных людей. присутствию наших уважаемых гостей, особенно Дону Фрэнку Бучи и его Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошел на риск, проведя почти 7 лет за решеткой. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. плату за работу будете получать от них. Скажешь что-нибудь, Фрэнк? Никогда, джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Они приносят много денег, но Я это слишком долго выполнял чужую грязную работу. И был готов рискнуть чем угодно, чтобы наконец стать Наркотой, ну, все-таки, по-моему, свяжемся тут с этой чертовой наркотой. Насколько помню, у еврейчика там что-то бабки вроде будут занимать. Вот как раз эту вот древесину покоцают потом. Насколько я помню. А опять вот эта вот заставочка, видимо, просто конец эпохи, так сказать. Разжился Баблинским. Купил домище. И, блин, короче, я не так сделал вообще. Просто не так. Нужно было приключение Джо сегодня стримить. Потому что пока Вита сидел в тюрьме, что делал Джо? Бля, сука. Я все сломал. Ну ладно, потом, DLC потом тогда. Пиздец. Просто пиздец. Сука, у меня что-то вообще, блядь, переклинило, походу. Алло. Да, Эдди, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да, ладно. А в чем дело? И телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Сохранение-то прошло, да? Насколько я помню. Ну что ж, тогда давайте заканчивать нафиг. Ой, это что у нас тут? Дожрать еду со стола. Так, может быть, у него тут что-то есть это. Еще какие-нибудь журнальчики или что-нибудь типа того. Нахуй мы столько ванны. Так, это у нас чё? Чё? Чипсы, да, на столе, блядь. Валяются. Включить радио. Не, нафиг. Позвонить. Смотри, и по-прежнему я не знаю. Вы не знаете ни одного номера, блядь. Вот это как вообще, блядь? Как это возможно? Нет у него нифига интересного. Какие-то фотки только. Штирлиц? Ты ли это? А, блядь, а так нельзя выйти. Может, я в трусах хочу ходить. Может, я это, блядь, экзибиционист. Так, ну что, господа, будем заканчивать. Давайте статистику посмотрим. Так, сейчас обновлюсь немножко. Так, завтра, напоминаю, завтра 8 часов вечера RimWorld. Вот, если кто еще не подписался на канал в группу ВКонтакте, сделайте это сейчас. Вот, а актуальное расписание там всегда на Ютубе и ВК. Все ссылочки под плеером.
Так, что ж, тогда завершаемся. Спасибо за внимание. Спасибо, что пришли, собственно, комментировали. Вот. Конкретно я прощаюсь до пятницы, до следующей. Вот, в пятницу эфир в 20:00 по московскому времени. Это 15 число будет. Вот. Ну, а завтра стримит Ваня. Вот, и за сим откладываюсь. Да. Берегите себя. Пока-пока.